Всем привет! Вы на канале Pop Music, меня зовут Полина, и сегодня у нас на обзоре цифровое фортепиано Donor DDP-200. Поехали! Цифровое фортепиано Donor – это классическое корпусное цифровое фортепиано, имеющее 88 динамических клавиш, чувствительные к нажатию. Здесь двухсенсорная молоточковая система. Также здесь имеется небольшое количество тембров, предустановленных мелодий. В принципе, здесь полноценный комплект корпусного инструмента. Здесь есть стойки. Также в комплекте идут 3 педали. Есть специальный магнитный пюпитр для того, чтобы можно было ставить здесь ноты или, например, ваш планшет. Клавиатуры выполнены в таком глянцевом формате, они пластиковые, но тем не менее за счет довольно тяжелого нажатия хорошо имитируют ощущение, как на акустическом инструменте. Здесь имеется рабочая панель для того, чтобы выбирать функции, менять тембры или, например, выбирать какие-то эффекты. Для этого у нас специальный экран, на котором выведены основные функции. Имеется кнопка как раз включение или выключение самого инструмента, колесо для изменения громкости, которое также может использоваться как переключение между функциями, непосредственно клавиша Function, которая позволяет переключаться между тембрами или композициями или эффектами. И тем не менее, как и на многих таких инструментах, использование некоторых функций производится с помощью комбинации клавиш на клавиатуре. Я уже не раз говорила, что у такой конфигурации есть и как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что очень компактная рабочая панель, она не занимает много места. И, впрочем, никаких лишних клавиш и деталей здесь нет. С другой стороны, на мой взгляд, если вы только начинаете заниматься, и у вас нет никакого ориентира, никаких наклеек с точки зрения функций на инструменте, это не очень удобно в использовании, то есть приходится запоминать клавиши. Но в отличие от аналогов, Donor, они немножечко иначе подошли к этому вопросу и стали задействовать клавишу громкости как дополнительную клавишу для изменения функций. То есть здесь возможно с помощью этой клавиши переключаться между нужными тембрами и между композициями. То есть если нам нужно выбрать классическим способом тембр на инструменте, мы зажимаем клавишу Function и зажимаем уже нужные нам клавиши для изменения тембра. Либо вы можете нажать на клавишу громкости и с помощью колеса переключать, например, различные тембры. И нажав на клавишу Function, переключиться на более общие настройки. Здесь у нас есть переключение стилей, переключение на режим метронома и изменение эффектов реверберации, которые также можно внутри изменять на нужные нам позиции. Здесь также имеется звуковая система, кстати, подвесная звуковая система. Это отличает этот инструмент, опять же, от его аналогов, потому что звуковая система находится снаружи. Это интересный акустический прием, который позволяет сделать звук более широким, более насыщенным. То есть никакая панель деки или нижнего корпуса не мешает звукоизвлечению. Здесь 2 динамика по 15 Вт. На мой взгляд, это довольно мощно, и если вам не нужно озвучивать какой-то огромный стадион, а не какой там большой концертный зал или какое-то небольшое помещение, без проблем можно будет его озвучить. И еще в этом инструменте имеется функция Bluetooth MIDI. Это здорово, потому что инструмент может служить как рабочая платформа для создания музыки в вашей программе. Он сопряжается и с iOS, и с Android. И, например, если вы работаете на планшете или на компьютере, вы можете без проблем через разъем USB подключить инструмент к компьютеру или к вашему устройству. Это довольно компактный инструмент по своим функциям. Здесь есть 3 основных тембра фортепиано, также 2 тембра струнного оркестра, более отрывистый, более глубокий, и есть тембр электрооргана. Начнем непосредственно с тембра фортепиано.
Посмотрим тембр стейдж-пиано. Еще есть тембр ambient пиано. В этом инструменте клавиатура Dynamic Grand Hammer. Производитель позиционирует это как клавиатуру наиболее приближенную к акустической клавиатуре. Как показала практика, это вопрос достаточно субъективный, и каждый инструмент подбирается по личным ощущениям. По поводу чувствительности клавиатуры, к сожалению, здесь я хочу сказать, что у данного инструмента отсутствует функция изменения чувствительности, регулировки чувствительности, но тем не менее она все равно здесь присутствует, и все равно определенная разница в нажатии имеется. Кстати, в этом инструменте 128 голосов полифонии, и этого вполне достаточно для домашнего исполнения. И, как я уже сказала ранее, поскольку здесь есть классический комплект из 3 педалей, имеется динамика клавиш, это в любом случае будет хорошим инструментом для начального уровня занятия музыкой. Тембр струнного оркестра. Еще один тембр струнного оркестра Slow Strings. И тембр электрооргана. Ну и пару слов буквально про предустановленные мелодии, которые имеются в данном инструменте. Это, как правило, классические композиции, здесь их 5 штук. Для чего они сделаны? Во-первых, это определенная демонстрация тембра, что позволит вам послушать, как звучит инструмент, не играя на нем. Ну и это может быть приятным дополнением, опять же, для вашего музицирования. Для того, чтобы воспользоваться и активировать функцию предустановленных мелодий, мы можем зажать клавишу Function и воспользоваться нашей клавиатурой из 5 клавиш здесь. И, например, использовать самый первый, послушать. Еще по эффектам. Здесь есть основная функция регулировки эффекта реверберации. Иначе сказать, это эффект изменения акустики. Здесь 5 вариантов изменения акустики с более камерного, комнатного до эффекта зала с более широким, более плотным звучанием.
Но, как я уже говорила ранее, здесь не совсем удобно искать клавиши данных функций, поэтому мы воспользуемся нашим колесиком. И для того, чтобы выбрать функцию, которую нам нужно, мы ищем вариант реверберации, нажимаем на колесико, и у нас показывает экран, что функция уже работает внутри данного эффекта, и мы можем выбрать эффект реверберации уже здесь, на нашем экране, с помощью колеса. То есть, например, использовать какой-нибудь, классический, акустический, как правило. Это более приближенный именно к комнатному звучанию инструмент. И таким образом вы сможете настроить нужный вам эффект акустики под ваше исполнение. Ну и, конечно же, в данном инструменте имеется функция метронома. Многие ее игнорируют, на самом деле очень зря, потому что функция метронома очень помогает тем, кто только начинает заниматься или занимается вообще сам. И для того, чтобы контролировать качество ритма, звучание вашей музыки, отличным способом для этого будет именно пользование метрономом. Здесь есть возможность редактировать размер метронома, то есть можно классический 2 четверти, 4 четверти, также 6/8. То есть вы можете использовать это действительно под любое ваше произведение и заниматься более тщательно, более правильно. Ну и стандартный раздел про разъемы. Здесь их не так много. На нашей задней панели представлены все основные разъемы этого инструмента. Здесь есть классический разъем под педали 5-пиновый. Также имеется разъем USB типа B для того, чтобы подключать его к компьютеру. Есть разъем AUX-OUT, чтобы можно было подключить его к какой-то внешней звуковой системе. Имеется разъем непосредственно для подключения блока. И есть дополнительно 2 разъема джека для того, чтобы подключать 2 пары наушников. На мой взгляд, когда люди спорят на тему того, что лучше, акустический инструмент или электроинструмент, на мой взгляд, это невероятное преимущество электронных инструментов, потому что вы можете заниматься в наушниках так, чтобы вас никто не слышал, поэтому в любое время, любой длительности ваши занятия могут проходить без проблем. А имея именно 2 разъема под наушники, вы можете заниматься с вашим педагогом или с вашим напарником по музицированию и, не мешая никому, играть столько, сколько вам захочется. Ну что, подводя итоги, хочется отметить некоторые плюсы и минусы данного инструмента. Из плюсов я хочу выделить, конечно же, компактность самого инструмента. Он невероятно маленький по сравнению с аналогами. У них очень компактные стойки. Вообще в целом блок достаточно компактный. Универсальная крышка, которая также не занимает много места. Внутри встроен пюпитр. Небольшая панель для работы, что тоже, на мой взгляд, определенный плюс. Не нужно копаться в большом количестве кнопок. Все очень лаконично, все очень минималистично. Еще из плюсов я хотела все-таки выделить именно тяжесть ощущения клавиши, потому что она действительно достаточно тяжелая. И это может быть хорошим вариантом, когда вы только начинаете заниматься. Еще из плюсов хочу выделить, что, конечно же, он очень компактен в своей функциональности, то есть здесь нет ничего лишнего для того, чтобы вы могли сконцентрироваться именно на занятиях на классическом фортепиано. Из минусов, пожалуй, что я хотела бы выделить, это отсутствие регулировки чувствительности клавиш. На мой взгляд, это все-таки большой недостаток для тех, кто хочет использовать больше каких-то акустических, динамических эффектов. На мой взгляд, также является минусом, что здесь нет все-таки каких-то ориентировок касаемо клавиш, чтобы искать определенные функции, но это компенсируется использованием нашего колесика для того, чтобы переключаться между функциями и выбирать. Ну и, конечно же, из минусов все-таки хочу отметить, что звук, наверное, менее приближен
к акустическому инструменту, потому что все равно динамик, который находится с внешней стороны, он придает довольно специфическое звучание, но, повторюсь, это все очень субъективно. На мой взгляд, в этом инструменте больше плюсов, чем минусов, и этот вариант будет отличным инструментом для ваших занятий дома. Ну а что думаете вы по поводу этого инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. Ну а с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Мы просто скоро сделаем звуковые модели всех голосов ведущих. Тренировку. И все, что вы скажете не так или нам не понравится, будем заменять. Прекрасно. Самое главное, что у тебя есть фишка в начале. Вот это. Какая? Поехали. Да, мне уже выработано. Да, это ж прикольно. Я специально в зале тренируюсь.